Здравствуйте, меня зовут Елена, я основатель онлайн-школы English for Me. В этом видео я расскажу вам, как подготовиться к IELTS Writing Part 2, то есть та часть, в которой вам нужно писать о своем каком-то мнении на какой-то тезис, который вам задается. У вас будет ровно 40 минут, примерно 5 минут на то, чтобы спланировать, и 35 минут на то, чтобы писать ваше эссе. Вам нужно написать это 250 слов. Я бы рекомендовала, конечно, писать больше, но не больше 400 слов. Эссе это нужно делать из 4 параграфов, кто-то рекомендует делать 5, но вот по моему опыту 4 параграфа достаточно. Если вы пишете 5-й параграф, вы просто можете не успеть, или у вас один параграф будет больше, чем другой, и если параграф один получился из 2 предложений, это не очень хорошо. Оценивать вас будут по 4 шкалам. Одна это грамматика, вторая это вокабуляр, третья это cohesiveness, то есть насколько спланировано ваше эссе, насколько идеи льются и насколько вообще оно логично. И 4-я шкала это насколько вы именно сделали то, что вас просили. То есть если вы не поняли вопрос или начали отвечать не про то, доказывать что-то, о чем вас не просили, если вы написали слишком мало слов, ну или не уложились во время, то за это вы теряете баллы. То есть возможность понять задание и сделать именно то, о чем вас просят. Вот, в принципе, задача простая, да, но когда мы начинаем это эссе писать, особенно если нас спрашивают про какую-нибудь тему, о которой мы никогда в жизни не думали, да, зачем там женщинам идти в армию, или как влияет интернет на нашу жизнь. Либо тема очень большая, и хочется очень много на нее написать. Сразу у нас начинают мысли расплываться в разные стороны, начинаем говорить обо всем подряд, и эссе получается нелогичным. Сейчас рассмотрим разные ошибки, и что нужно делать, чтобы они у вас не возникали. В первую очередь я расскажу о том, как пишут вообще на английском. У них принято писать очень структурированно, есть как бы жесткий план, как нужно писать, чтобы вас с другой стороны понимали. На мой взгляд, вот, проучившись, да, в Америке, мне было сначала очень трудно писать таким образом. У меня мои эссе там трехстраничные приходили со столькими исправлениями, что мне приходилось просто садиться и заново писать новые эссе. Но прожив через это все, я считаю, что на самом деле сейчас я более структурированно не только пишу, но и говорю. Я доношу идею лучше, чем раньше. И я могу понимать то, что когда мне говорят, да, если мне начинает сильное плетение наводить, я начинаю задавать конкретные вопросы и вижу сразу, если дыры в аргументе человека, который со мной пытается общаться или что-то мне пытается донести. То есть, в принципе, это опыт хороший, он позволит вам более структурированно общаться, доносить ваши мысли и получать мысли в обратную сторону также. То есть вы сможете задавать наводящие вопросы или получать информацию так, чтобы вы могли полностью получить идею этого человека, с которым вы разговариваете, и оценить, насколько это действительно верно или там подходит вам, и нужна ли вам дополнительная информация. Так вот, всегда же, когда вы что-то пишете, у вас должна быть такая структура, она должна открываться и закрываться. То есть у вашего эссе должно быть introduction обязательно, да, intro, и у вас должно быть обязательно conclusion. Причем conclusion, он всегда вытекает из того, что вы писали. В conclusion нельзя никогда делать какие-то новые мысли давать. Или думать, а может быть еще и вот это, или там, а вот вам вдогонку еще один аргумент. Ни в коем случае нельзя этого делать. Introduction, почему я так его нарисовала, он должен идти от общего к более конкретному, то есть от general, да, к конкретному высказыванию или тезису, как они его называют, о котором будет писаться все ваше эссе. Сначала мы начинаем с какой-то общей идеи, то есть это будет какая-то general idea. И сейчас на примере мы рассмотрим, как это сделать. Например, у нас такой тезис нам дан. Parents are the best teachers. То есть вот лучше родителей никто своих детей научить не может. Во-первых, нужно вообще понять, да, не то, что там, в принципе, родители влияют на своих детей, или то, что дети многому учатся у своих родителей, а именно то, что они лучшие. Наше ключевое слово, это мы будем иметь, что они best. То есть нам не нужно доказывать, что они плохие учителя или что они плохо учат своих детей. Нам нужно просто доказывать, что может быть кто-то лучше, чем родители, кто может научить своих детей. Или если вы согласны с этим стейтментом, вы говорите нет, кроме родителей лучше никого нет, и приводите какие-то аргументы. То есть главное правильно понять, где вот эта вот точка преткновения, в чем можно развернуть этот аргумент туда или сюда. Например, другой эссе, да, женщины должны иметь право участвовать в армии. Ни в коем случае нельзя писать о том, что нет, женщины не обязаны. Вам никто не говорил, что они обязаны участвовать в армии. Они должны иметь право. И здесь у вас аргумент будет совершенно другой. Все совершенно будет другой. Да? Вы будете писать о том, что вот, свобода, равенство, да, они должны иметь право, если они хотят участвовать. Или наоборот, они не должны иметь права ни в коем случае. Мы вообще должны им это все запретить, потому что если вдруг у них будет право, то они там все побегут в армию. То есть аргумент крутится, вот эта вот точка поворота у него совсем в другом месте. Вы должны эту точку, вот pivotal, эту point, найти. Что если я согласен, то это так, а если не согласен, то это так. Потому что вы будете рассматривать обе стороны аргумента. Это обязательно, это делает ваш эссе сильнее,
но при этом вы должны четко определиться. Если вы с самого начала мне не скажете «я согласен» или «я считаю так-то», это эссе будет слабым. То есть вы сразу потеряете баллы, потому что вы так и не определились, и так и не выразили ваше мнение. Да? То есть ваш opinion должен быть понятен из первого параграфа. Так вот, взяли, да, эссе про parents are the best teachers. General идея у меня будет такая, что там parents play an important role. Parents play an important role in every child's life. Или arguably parents are very important people in children's lives. Или upbringing of children has always been an important topic for all parents. Или что-то такое, да? То есть, где мы просто задаем тему, что я сейчас не про ядерные бомбы буду говорить, не про проблемы окружающей среды, а про родителей, детей, их взаимоотношения и так далее. Дальше я буду задавать уже более узкую топик, то есть насчет того, что мы говорим вообще-то об образовании, об обучении, да? Dальше мы можем сказать, да, many parents consider the best options for educating their children. Или many parents think a lot about how to teach their children best. Или what are the best ways to teach their children. Такие вещи, такие предложения, да, второе, позволяет нам не прыгнуть в океан, да, и потом сразу начинать говорить о конкретных вещах, а делать такой небольшой мостик для того, чтобы человек подготовился. Ага, сейчас мы уже будем говорить именно об обучении детей. Дальше у нас будет третье и четвертое предложение, которые могут быть в одном предложении связаны, может быть, как два отдельных предложения, в зависимости от того, как вы разделите идеи. Я люблю писать одним длинным красивым предложением. Показывает вашу способность управляться с языком. Ну вот подразделим их как 3 и 4. Первое от этого предложения, это будет идея обратная от вашей, то есть та, с которой вы не согласны. А четвертое, это будет ваша идея, то, которую вы будете доказывать. Потому что вот это последнее предложение, это thesis. То есть это тезис, ваша идея. Когда я прочитала это, я пойму. Но на протяжении всего эссе вы мне будете доказывать, что вот это правильно. Это очень важно. Вот так нужно писать по-английски. So, допустим, я здесь могу сказать, even though a lot of people believe that school and different social clubs can teach children much better than their family, I personally believe that parents are the best teachers for their children because they love them the most. То есть смотрите, что я сделала. Я сделала even though, связку, even though, потом сказала какую-то идею, с которой я не согласна. И even though для того и служит, чтобы принизить это значение этой идеи. Потом ставлю запятую, говорю I personally think... Извините. I personally think, и понеслась. И свою идею, которую я как бы приподнимаю, я ее буду доказывать. I personally think that parents are the best teachers, и потом я даю причину. С этой причиной уже нужно определиться, то есть вы не сможете написать первый параграф, если вы не спланируете свое эссе. Сейчас покажу, как тоже его планировать. I personally think that parents are the best teachers. Вот у меня тезис прозвучал. И я должна, во-первых, сказать I personally think, или in my opinion, там, I believe. Что-то я должна вставить, чтобы показать, что вот это мое opinion. Parents are the best teachers because they love their children the most. They love their children. Ну или просто they love their children. То есть у меня должна причина, у меня должен быть здесь statement. Здесь я тоже делаю statement, я могу говорить причину, могу не говорить. То есть я могу сказать, да, even though some people think that schools and public organizations can teach their children better due to the availability of resources, к примеру, да, потому что у них больше ресурсов. Или там, because of the diversity of different skills available from different teachers, или because of professionalism of the teachers. То есть я должна уже придумать какую-то идею, мы сейчас придумаем, откуда их взять, да, и объясним, как все это спланировать. То есть вот это нам должно уже показать вообще, это вот мини-эссе, о чем будет вообще весь мой аргумент. Дальше у нас будет 2 параграфа. Параграфы служат, чтобы развернуть идею. То есть мы вот здесь не будем ничего нового придумывать, мы просто развернем эту идею, приведем примеры,
какие-то доказательства из исследований, которые мы читали где-то, конечно, их можно придумывать. Только не надо писать, что Vogue написал, что проблемы окружающей среды действительно волнуют 90% женщин. То есть, ну, думайте, да, соотносите журнал, который вы придумали, с тем контентом, который вы в него вложили. То есть, если это экономические новости, то говорите The Economist, или там Forbes Magazine, или New York Times. Если это Vogue, то говорите там о женщинах. То есть, ну, все-таки сочетаем, да, но это не так уж и важно. Здесь вы будете рассматривать идею, с которой вы не согласны. Здесь вы будете рассматривать идею, ту, которую вы хотите доказать. Это специально делается для того, чтобы показать, я вообще-то адекватный человек, я понимаю, что есть другие точки зрения, но все же моя круче. И мы найдем способ вот эту вот идею как бы убить, то есть показать, что она на самом деле не такая уж и крутая. Вот для того, чтобы написать вот этот первый introduction, вам нужно сначала определиться с этими двумя идеями. То есть я сначала рекомендую планировать эссе 5 минут. За эти 5 минут я сажусь и думаю, так, я лично думаю, что parents are the best teachers, значит, вот здесь я пишу там parents best teachers. Teachers because they love their children. То есть вот именно вот это я сюда и вставлю. Оно у меня будет вот здесь написано. Здесь я скажу так, какую идею я буду опровергать, но только я беру такую идею, которую я реально смогу опровергнуть. То есть, например, некоторые люди верят в то, что школа может лучше научить их детей, потому что учителя очень профессиональны. Я эту идею сюда ставлю, да. Я пишу professionalism of the teachers. И я уже сразу думаю, я смогу вообще этот аргумент убить, или мне ничего вообще в голову не приходит, я действительно думаю, что это так, и вообще, что тут дальше говорить. Я думаю, что можно как-то развинтить этот аргумент, любой аргумент можно развинтить. Можно сказать, да, что несмотря на это, да, учителя могут быть профессионалами, но несмотря на это в школах у них обычно очень большие классы, по там 20-30 человек, и из-за этого у них нет возможности индивидуально общаться с каждым учеником и уделять им достаточное количество времени. В то время как у родителей обычно, ну там, максимум там 7-8 детей, в наше время обычно 1 или 2 ребенка, и поэтому они могут уделить время своим детям, послушать их. Кроме того, они любят своих детей, поэтому у них больше мотивации на то, чтобы общаться и там спрашивать вопросы, и вообще гореть, и как бы жаждать знать того, что происходит с их ребенком. И у них нет другой мотивации, кроме как любви, потому что им не платят зарплату, и поэтому эта мотивация более истинная, более настоящая, чем мотивация учителя. И вот я прям вот эту идею пилю туда, и вот я, в принципе, уже написала все эссе сейчас. В conclusion я просто повторяю заново эти идеи. Давайте я сейчас вам расскажу это эссе, потому что писать будет очень долго. Вот у меня вводный параграф. General idea. Parents play an important role in the life of every child. Many parents consider different options of teaching their child important skills for their future. Even though some people believe that schools and public organizations can teach their children best due to the professionalism of the teachers, I personally think parents are the best teachers because they love their children the most. Здесь нужно какое-нибудь вводное слово. Meanwhile, или там however, допустим, если у меня здесь была идея, то, что они love their children the most, здесь я могу сказать, это же противоречащая идея моей идеи, да, я могу сказать however, однако, however, a lot of parents choose to dedicate the time of their children to studying at schools, going to extracurricular activities, because they really believe that all the social interactions and participating in different activities at school and learning from professional teachers and working with professional psychologists can help them learn best skills and develop the most. Those parents should consider the fact that teachers or public organizations, leaders usually have a lot of kids in their groups. So it could be from 10 to 15 to even 30 students depending on the location and the organization. In this case, teachers don't really have the time to build a personal relationship and to dedicate a lot of time to every individual child. Thus, children don't get enough interaction or attention, and they do not learn as well as if they would learn from the parents, which can dedicate a lot of personal time to their children. Thus, parents can become much better teachers to their children than their school leaders. Furthermore,
в дополнение, да, то есть каждый параграф должен начинаться с вводного слова какого-то красивого. Furthermore, да, или in addition to that, потому что я здесь в выводе сказала свою идею. Причем заметьте, да, что я начала вот с идеи А, потом я вернулась к ней, к этой идее. Да, хотя некоторые думают, что учителя могут, в конце я опять сказала, все-таки родители могут лучше. То есть мы возвращаемся постоянно к этой идее. Параграфа без conclusion быть не может. Параграфа без introduction быть не может. Параграф, который просто один из другого льется, еще бывают такие вот параграфы на все эссе. Это значит, что вы свои мысли не организовали, у вас мысли прыгают, они не развиваются, вы допустите ошибку oversimplifying, как они говорят, когда вы прыгаете по верхам и вглубь не углубляетесь. И это приведет к большой минусу по вашей cohesiveness, именно по организации вашего эссе. Здесь я еще воткнула conditional, что очень хорошо, да, то есть условное предложение. Дальше я в conclusion подготовила как бы читателя к своему следующему параграфу, где я уже ему сказала, что родители все-таки лучше. И дальше говорю, вдобавок к этому, in addition to that, parents love their children, and their main motivation to teach their children is their love, not the salary, as it is in the case of a teacher. That means that their motivation is the most sincere and will continue no matter what the child does. While at school, children often get grades and they often get punished if they don't satisfy the teacher's recommendations and don't do their homework. Thus, I personally believe that teachers are the best teachers for their children are their parents. Тут можно было добавить еще какой-нибудь личный опыт, допустим, был там у меня один учитель, ля-ля-ля-ля-ля, или вот мой папа меня научил тому-то, тому-то. Можно здесь привязать какие-то исследования, да. According to The Economist, the most successful entrepreneurs of our times reported that they spent a lot of time in their childhood with their parents, doing different home tasks, discussing different issues, and that is what was the best education for them. Или там, не знаю, можно какую-нибудь цитату Дональда Трампа привести, да, что Donald Trump learned to do investments and to use the mathematics necessary for investments from his father, who was a lawyer and investment broker. This example demonstrates that parents are the best teachers. Да, что-то такое. Можно немножко в другую сторону отвернуть, не про любовь сказать, а про то, что дети учатся множественным скиллам, каким-то навыкам у своих родителей, даже не замечая, что они этому учатся. Когда эти навыки могут быть намного полезнее для них, нежели, например, знание математики или там естествознания. То есть это будет уже совсем другой аргумент. Вы с самого начала должны определиться, в чем because ваша будет. Не надо 5 причин. То есть я вот одну причину выбрала и сказала, если здесь еще вдобавок, а вот еще вот это, а потом еще вот это, и я не развела каждую эту идею, это очень плохо. То есть не стремитесь здесь сделать такой вау-эффект, все, что я знаю, так интересно тут вам сейчас рассказываю. Понятно, что тема глубокая, большая, controversial, да, то есть она может быть разные точки зрения, и на каждую точку зрения еще будет противная точка зрения, и потом еще противная точка зрения. Но от вас этого не требуется. От вас требуется просто написать логичное эссе, показать, как вы умеете использовать грамматику, показать, как вы умеете использовать вводные слова, показать, что вы умеете делать ссылки на какие-то цитаты, да, можете сказать according to, там, some article I have recently read, или там the famous entrepreneur Donald Trump said, как вы там, двоеточие, кавычки, как вы это все умеете делать. Также, насколько вы понимаете структуру самого эссе. То есть, сделали вы здесь conclusion или не сделали, или вы его пропустили. У вас здесь отдельная идея, или у вас просто одна идея вот так вот и льется из одного параграфа в другой. Или у вас тут 15 идей, ни одна из них не развита. Вот это вам нужно просто уметь показать. Дальше вы говорите in conclusion и суммируйте просто то, что вы сказали. Но нужно не повторяться, то есть вербатум копировать нельзя, нужно немножко перефразировать. То есть если вы здесь сказали even though, скажите по-другому в conclusion. In conclusion, opinions on the matter of who is the best teacher for children diverge. While some people believe that schools can teach their children best, others prefer to teach their children themselves. I agree with the latter statement because parents love their children the most and thus can provide the best advice and can be the most patient while educating their children. То есть я просто перефразировала, еще раз добавила какие-то некрасивые обороты, фразочки, какие-то синонимы, чтобы не повторяться, вот одно и то же не молотить там. И все, и поставила слово in conclusion. По сути, вот оно все эссе. То есть трудностей большой нету. Но вам нужно на каждом этапе ставить себе одну задачу. Первые 5 минут я просто планирую, я просто накидываю себе какие идеи, и я говорю, что здесь такая идея, здесь такая, здесь я использую цитату Дональда Трампа, здесь я использую conditional,
которые я привяжу к своему собственному опыту. Например, если бы у меня не было большого опыта там, рыбалки с моим папой, я бы не был таким терпеливым, потому что мой папа научил меня там долго сидеть и ждать рыбу, и мне это так пригодилось в своей жизни намного больше, чем знания арифметики там, или математики. Все что угодно, но вы должны это спланировать заранее, потому что вы начнете писать, у вас мысль пойдет в одну сторону, потом вы будете, вот тут еще лучше мысль перечеркните, переделайте. Это очень опасно. Хотя у вас достаточно много времени на IELTS, в сравнении, например, с TOEFL, да, у вас 40 минут, все равно заблудиться легко можно именно в своих мыслях. Как только вы себе это распланировали, дальше у вас задача. Так, сейчас я пишу general idea. Ставите себе одну задачу. Вы не думайте ни про conclusion, ни про чего. Я пишу general idea. Теперь я пишу топик. Теперь я беру две вот эти идеи отсюда и отсюда, сюда втыкаю их в красивое предложение, даю им причины. Теперь я вводное предложение красиво пишу. Теперь один example. Быстренько вывод из этого, который меня подготовили к следующему параграфу. Пишу снова вводное предложение, лишний пример или цитата. Вывод in conclusion, просто перефразирую, думаю, какие я синонимы знаю, как бы мне завернуть интересный оборот. Все, потом себе делайте чек-лист. Conditional использовал, если не использовал, быстренько куда-нибудь его приписал. Там, perfect использовал, past simple использовал, reported speech использовал, цитату использовал. Ну все. То есть, и проверить, естественно, грамматику, насколько у вас там правильные времена, там, склонялись ли глаголы и так далее. Соотношение единственного числа, множественного числа, когда пишете длинные предложения, может быть, зачастую, даже если вы это правило знаете, можете там пропустить где-то s, да, там. Все. В принципе, это просто. Для тех, кто дослушал до конца, у меня есть подарок. Оставляйте комментарий под этим видео. Хочу шаблон. У меня есть шаблон эссе моих студентов, которые, естественно, дали согласие на то, чтобы я делилась их эссе. В то время как они тренировались. Это хорошие эссе на 7, на 8, где они расписывают вот эти стандартные темы из IELTS. Можете получить этот шаблон. Просто я не хочу его выкладывать в интернет, но вам на email пришлю. Никакого спама. Также пишите, когда вы сдаете IELTS, какие у вас есть проблемы, я могу, возможно, что-то порекомендовать. Желаю вам удачи и высокого балла на IELTS. See you! Bye!